Всем привет! Сегодня давайте посмотрим, какие у него мысли навязчивые относительно тебя. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад начнем. Единичка. Что сейчас между вами? А тут и понятно, тут даже трактовать не нужно. Он на тебя как на богиню смотрит, вот серьезно. Ты знаешь, вот для него той женщиной стала, которая все умеет. И борщ вкусный варишь, и убираешься, дом уютный, с детьми ладишь, если они есть, там работаешь успешно. Он видит, что ты вот справляешься с кучей дел одновременно. И при этом ты выглядишь очень хорошо. Вот для него ты образец того, какая должна быть женщина настоящая. Но проблема есть. Он чувствует твою вот эту силу внутреннюю. Твой стержень. И без всяких намеков. Эта сила, она его, знаешь, немного пугает в тебе. То есть ты не та девочка, которая будет висеть на его шее и там просить защиты. Ты сама можешь как себя защитить, так и даже его. То есть у тебя стержень есть. Принципы есть, там границы есть. И когда он там пытается там тебя в чем-то убедить, да, ты спокойно говоришь ему нет. Вот как, знаешь, вот есть просто нет, а есть такое нет, как будто вот спокойно треснуло лещом. Вот я не знаю, как объяснить, но ты меня поняла. И знаешь, он понимает, что ты не зависишь от него. У тебя своя жизнь, свои интересы, свои планы. Ты прекрасно можешь обходиться без него, если он тебя, конечно, не устраивает. И вот это заставляет его напрягаться, потому что он привык к тем, кого можно контролировать. И сейчас между вами такие отношения, где он восхищается тобой, но при этом боится контроль потерять. Он хочет быть с тобой, но он, знаешь, он понимает, что придется соответствовать твоему уровню. Что нельзя будет халтурить, нельзя расслабляться, нельзя лишний раз, как говорится, в грязных носках пойти куда-нибудь. С тобой нужно быть мужчиной вот прям с большой буквы, а к этому готов не каждый. Что его больше всего тревожит в отношениях с тобой? Ну, знаешь, то, что ты его бросить можешь. Я объясню. Он, знаешь, он чувствует себя рядом с тобой, как на минном поле. Боится сделать что-то не так сказать, там, не угодить твоим каким-то ожиданиям. У него вот в голове постоянно мысль, а что, если я ей надоем? Понимаешь? Еще он боится, что ты его обманываешь. Но не в смысле измены, а вот в смысле чувств. Ему, знаешь, кажется, что ты... Вот как объяснить, слишком хороша для него. Понимаешь? То есть, что такая вот женщина, она не может по-настоящему любить. Он так думает. И он думает, что ты просто с ним играешься, что у тебя есть какие-то там скрытые мотивы. И вот этот мужик, он, знаешь, он по жизни такой параноик. То есть не с тобой только, да, а вообще он привык, что его обманывают, что его используют, а потом выбрасывают. И с тобой он ждет того же самого подвоха. Каждый твой жест он прям анализирует. Там, не притворяешься ли ты, да? И если ты к нему сама подойдешь целоваться, у него вообще взрыв мозга параноидального, понимаешь? То есть каждое слово взвешивает, каждую там подергивание реснички взвешивает. Он постоянно ищет подтверждение того, что ты его действительно любишь. Проверяет тебя разными способами. Он, знаешь, он как девочка. То обидится на пустом месте, то там сцену ревности устроит.
то капризничать начнет. Не потому что вредный, а потому что, знаешь, он боится поверить в то, что он может быть счастлив. И самое плохое, он боится собственных чувств к тебе. Он понимает, что вот по уши, если влюбится, да, то это как его уязвимым сделает. Раньше вот там он мог с любой легко расстаться, а теперь он думает, что без тебя он просто не выживет. Какие его мысли о тебе не дают ему покоя? Ну, знаешь, его достает то, что ты всегда правильная такая. Ты не кричишь, ты не устраиваешь истерик, не ревешь от обиды. Даже когда он сильно косячит, ты спокойно с ним разговариваешь, там объясняешь свою позицию, да, когда надо. А ему хочется, чтобы ты показала эмоции, понимаешь, чтобы он понял, я ей не безразличен. Еще он думает, что ты слишком мудрая для своего возраста. Что ты всегда там найдешь правильное решение, всегда там выкрутиться можешь из любой попы. И это его бесит, потому что он хочет быть твоим героем, твоим спасителем, а ты сама себя спасаешь. Понимаешь? И что он хочет главным в отношениях быть? Но я этого мог и не говорить, ты сама это прекрасно знаешь. Он, знаешь, он привык командовать, принимать там решения, за собой вести всех, а с тобой это не работает. Ты его слушаешь, но по-своему делаешь. Понимаешь? Ты и не споришь с ним, но и не подчиняешься ему слепо. И вот это его с ума сводит, понимаешь? И он постоянно думает о том, как сделать так, чтобы ты от него зависела. То есть, вот не в плохом смысле, нет, а чтобы ты нуждалась там в его помощи, в его поддержке, чтобы без него тебе было плохо. Но ты такая самостоятельная, что он даже не знает, как тебе там подступиться, на какой кобыле кривой подъехать. Ему мысль не дает покоя, что ты его перерастаешь и перерастешь потом, что ты станешь еще успешнее, еще сильнее, еще круче, а он на том же уровне останется. И тогда ты поймешь, что он тебе не пара и найдешь кого-то получше. Вот эти мысли ему в голову, как сказать, ему из головы вот эти мысли не уходят, понимаешь? Как реагировать на все это? Знаешь, нужно показать ему, что ты не просто красивая картинка. Что у тебя есть конкретные цели, конкретные планы, конкретные амбиции. Не сиди молча, когда он там о своих делах рассказывает. Рассказывай о своих делах, о том, чего ты добиться хочешь. Пусть, знаешь, видит, что ты тоже человек дела, понимаешь? Веди себя как равная с ним. Не поддакивай ему во всем. Мнение свое высказывай. Если, например, ты хочешь в кино, да, а он говорит, пойдем в кафе. А ты сразу говори об этом, что я хочу в кафе. Если он отпуск планирует, а у тебя там другие идеи, с ним обсуди, покажи, что ты равноправный партнер, а не какое-то там приложение к его жизни. И знаешь, еще очень важно, покажи ему, что отношения с тобой это выгодно. Не только эмоционально, но и практически. Что вы вместе можете больше заработать, там лучше жить, круче отдыхать, что ты не обуза, а помощница в достижении целей. Мужики любят конкретные результаты. Вот помоги ему там с чем-нибудь, там молоток подержи, пока он там гвоздь примеряется, чтобы ударить. Понимаешь? И самое главное, конечно, не давай ему расслабляться, потому что все-таки я на твоей большей стороне. Ставь перед ним новые задачи, подталкивай к росту, заставляй розетку починить, если даже она чуть-чуть шатается, вот так скажем. Чуть не сказал, если даже она работает и все хорошо, но нет, это уже издевательство будет. Поэтому просто не давай ему расслабляться. Помни, что ты пират, понимаешь? И пусть он должен понимать, что рядом с тобой нужно постоянно развиваться, а не наоборот. Потому что, как вот обычно,
женятся, все любят друг друга, конфетно-букетный период, он для тебя звездочку с неба достанет, а там через год он даже, как говорится, жопу свою не поднимет, чтобы там гвоздик забить. То есть вот и дай ему понять, что будет не так, как обычно, а наоборот, что нужно будет, как сказать, развиваться, а не расслабляться, что ты выбираешь только лучших, а значит, он должен быть лучшим. Тогда он и перестанет бояться тебя потерять, начнет бороться за то, чтобы тебя удержать, понимаешь? Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка, двоечка, что сейчас между вами? Ну, знаешь, по картам он просто не может тебя разгадать. Вот и все. То есть ты для него загадка, которую он каждый день пытается решить. Он вот на тебя смотрит и понимает, что ты знаешь что-то такое, чего он не знает. То есть у тебя вот, как сказать-то, какая-то мудрость внутренняя, что ли, есть. Какое-то другое, более высшее понимание жизни, которого ему не хватает. И это его безумно интригует. А он наоборот, знаешь, он человек дела. Привык, все под контролем, все распланировано, во всем разбираюсь. Если чего-то не понимает, сразу начинает там копать, изучать, выяснять и так далее. И вот с тобой у него это не получается. То есть ты не читаешься, как открытая книга. Ты не рассказываешь ему свои мысли, там, свои чувства, и это его с ума сводит. И он постоянно пытается понять, что у тебя в голове. Вопросы задает и вот следит внимательно за твоими реакциями, анализирует все. Ему кажется, что если он поймет тебя до конца, да, то он сможет тебя удержать, что там разгадка твоей тайны даст ему власть над отношениями. И получается, что между вами такая вот странная игра. Он охотится за твоими секретами, а ты их бережешь. Ну, не специально, да, просто ты вот не привыкла выкладывать все сразу. Но, как сказать, ему хочется все и сразу. Он хочет знать, что ты думаешь о нем, там, про ваши отношения, о будущем, вообще, что у тебя в голове творится. И самое хорошее, что вот эта загадочность, она тебя только красит. Он видит, что другие мужики тоже пытаются там тебя как-то понять и тоже не могут. И это делает тебя еще более ценной в его глазах. Ты, как сказать, вот, ну, ты не простушка, назовем своими именами. Не простушка, которую там за 5 минут можно прочитать, да? Ты сложная, ты многогранная, ты интересный, он годы готов тратить, чтобы тебя изучать. Потому что он понимает, таких как ты он больше не встретит. Что его больше всего тревожит? Ну, знаешь, его больше всего бесит то, что ты можешь разрушить его мечты про семейное счастье. То есть у него в голове есть четкая картинка. Дом красивый, жена, дети, семейные ужины по вечерам, там вместе едем куда-то. Он мечтает о том времени, когда вы будете вот, как сказать, старенькими дедушкой и бабушкой. На крыльце сидеть, молодость вспоминать. То есть ты для него вот этот идеал счастья. Но ты не вписываешься в эту картинку. Ты слишком независимая, ты слишком амбициозная, слишком современная. У тебя есть там карьера, свои какие-то цели, свои планы. И он боится, что ты просто не захочешь сидеть дома с детьми.
что тебе будет это скучно. Понимаешь? Что ты там чего-то большего захочешь. Еще он боится, знаешь, что ты можешь кардинально свою жизнь поменять. То есть ты не из тех, кто будет годами там терпеть то, что не нравится. Ну, если тебе что-то не подходит, ты это меняешь. И он боится оказаться тем, что ты вот решишь поменять. Понимаешь? Что однажды ты проснешься и скажешь: нет, этот мужик мне не подходит. И уйдешь. И его вот тревожит твоя способность без него справляться. Он видит, что ты прекрасно там сама все делаешь. У тебя работа, друзья, хобби, интересы, возможно, проживание арканов. Ты можешь путешествовать одна, ходить в кино одна, вообще жить одна. И знаешь, ему кажется, что он тебе не очень-то и нужен. Что ты с ним не потому, что не можешь без него, а просто потому, что так пока удобно. И самое страшное для него то, что ты можешь уйти и не вернуться. Он потому что знает женщин, которые после расставания там годами страдают, звонят, пытаются отношения вернуть, вот эти все сопли, слезы и так далее. А ты не такая. Ты, если, как говорится, решишь уйти, то навсегда уходишь. И вот этот страх окончательности его и парализует. Поэтому он ходит вокруг тебя там на цыпочках и боится что-то не так сделать. Какие его мысли о тебе не дают ему покоя? Ну, знаешь, мысль, что ты можешь стать круче его. Объясню. У тебя много идей, у тебя много планов, энергии, хоть, как говорится, обдавайся, да? Ты постоянно что-то придумываешь, что-то начинаешь, к чему-то там стремишься. И он, знаешь, он видит, что ты способна на большие дела. Что можешь открыть свой бизнес, стать успешной, кучу денег заработать для тебя это не проблема. И вот он думает, а что если он действительно добьется большого успеха? Понимаешь? Что если там станешь зарабатывать больше него? Что если твоя карьера, как говорится, до начальника в гору прям пойдет, а он на месте застрянет? Тогда он будет выглядеть неудачником на фоне своей успешной жены. И все будут говорить, это она его вытащила. Без нее он бы ничего не добился. Но знаешь, больше всего бесит то, что ты уже успехов добиваешься. Ты не просто мечтаешь, ты делаешь. У тебя новые там какие-то курсы, проекты, знакомства, новые возможности. Люди тебя замечают и ценят, с тобой работать хотят. А он на месте топчется и не знает, как тебя догнать. Понимаешь? И он думает, что ты станешь скоро такой крутой, что он тебе просто не будет нужен. Что у тебя там появятся там богатые мужики, партнеры по бизнесу, знакомые какие-нибудь влиятельные, предложения интересные. И у тебя он думает, что у тебя в голове будет, зачем мне вот этот простой парень, когда я и так вон как высоко летаю. Еще его достает, что все вокруг видят твой вот этот потенциал. Все говорят, ты умничка, ты красивая, там подруги, друзья твоими идеями восхищаются. Даже его родители намекают, что ему с тобой повезло. И он понимает, что если ты от него уйдешь, найти замену будет очень сложно. Да невозможно, потому что таких, как ты, единички. А вот тебе найти лучшего мужика будет легко. И вот эта мысль, она его просто прям убивает. Как тебе реагировать на это? Знаешь, нужно им показать, что быть с тобой — это круто. Нет, не так я сказал. Вот знаешь, не показать, а вот реально сделать ваше совместное там жилье, да, местом, куда возвращаться хочется. Там, я объясню. Борщ ему готовь. Ну, там, чего он любит. Уют создавай. Там, семейные вечера устраивай какие-нибудь. Пусть он понимает, что ты не только карьеристка, но и хозяйка хорошая, которая умеет дом теплым делать. Понимаешь? Еще важно, включи его в свои планы. Вот не делай все сама.
Советуйся с ним. Я понимаю, ты мне сейчас скажешь: а нахрена мне, дед, его советы, я и так все знаю. Так ты же не для того, чтобы совет получить, советуешься, а показываешь то, что он тебе нужен. Продолжай делать по-своему. Просто спрашивай у него мнение. Делай его вот соучастником твоих там каких-то делишек. Пусть чувствует, что он только, как сказать, что он не только, как сказать, не только мужик, который рядом живет, да, но и он еще и партнер твой. Что вместе вы одна команда, которая может горы свернуть. И знаешь, не скрывай от него свои успехи, но и не выпендривайся, конечно. Вот рассказывай, чего достигла, так, чтобы он понимал, что это ваша общая победа. Что там без его поддержки ты бы не справилась. Даже если это совсем не так, пусть он чувствует себя причастным к твоему успеху. Например, извиняюсь, например, там, я сегодня получила премию, потому что ты вот смог меня там порадовать вот этим. Ну, примерно вот так, да? Тут я сказал маленько с манипуляцией. Не пользуй манипуляцией, это не твое. И, конечно, покажи ему, что ты никуда не денешься. Что ты выбрала его там не на время, а навсегда. То есть, ну там, на будущее планы обсуждай. На далекое будущее планы обсуждай. Где жить будете, сколько детей заведете, куда через год в отпуск поедете. Пусть он понимает, что ты планируешь жизнь с ним, а не без него. Понимаешь? Ну, мне тут больше сказать нечего, все ты понимаешь. Давайте перейдем к троечкам. Троечки, что сейчас между вами? Между вами, вот как сказать-то, у вас отношения такие, где вот все классно на поверхности. То есть вы дружите, вы там веселитесь, анекдоты, возможно, рассказываете, куда-то вместе ходите. Он тебя там в свою компанию приглашает, ты его тоже там на свои какие-то зовешь. Все видят, что вы хорошо ладите, что у вас общие интересы, что интересы там, что весело вам вместе. Ваши друзья даже намекают, что вы классная пара, если бы вместе были. Но проблема в том, что между вами нет настоящей близости. Вы вот поверхностно все у вас. Шутки, рассказы про работу, фильмов обсуждения и так далее и тому подобное. А глубоких разговоров нет. Ты ему о своих переживаниях не рассказываешь, не только о переживаниях, о страхах, о мечтах, вообще ничего не рассказываешь. И он тоже, как говорится, держится на расстоянии. Ты как будто вот заморозила свои чувства к нему. Раньше тебе нравились такие парни, ты могла влюбиться, там, переживать, мечтать и так далее. А сейчас ты к нему относишься как к хорошему другу. То есть не позволяешь себе ничего чувствовать. Эмоции под контролем. И ведь он это чувствует. И он видит, что ты с ним там добрая, отзывчивая, там всегда поможешь, всегда поддержишь, но при этом холодная. Не флиртуешь, не кокетничаешь, не показываешь, что он тебе интересен как мужчина. Просто вот бесполый друг. Понимаешь, вот как с подругой ты ведешь себя, вот так же и с ним. И это его расстраивает, хотя он это не показывает. Между вами сейчас, вот знаешь, такая ситуация, когда вот все хорошо, но ничего не происходит. Этот френдзона, я все думаю, как же это... В голове просто тебе говорю и думаю, как же это слово-то называется. Френдзона.
Ну, дружеская зона, да, не будем бусурманскими языками разговаривать, да, будем на кураптоновском разговаривать. То есть дружеская зона, вы в ней застряли. И никто из вас не решается сделать шаг там к чему-то большему. Он боится дружбу испортить, а ты вообще не думаешь о нем как вот ну, в романтическом ключе. И вот эта неопределенность, она его убивает, потому что он большего хочет, но не знает, как к этому прийти. Что его больше всего тревожит в взаимоотношениях с тобой? Ну, знаешь, его бесит то, что он тебя не может впечатлить. Объясню. Он, знаешь, он привык быть таким вот мужчиной, который может все. Машина сломалась, починит, нужно что-то там организовать, он все устроит, проблемы с деньгами, он поможет, а с тобой это не работает. Ты своей жизнью живешь и прекрасно без его помощи справляешься. И вот у него в планах было стать твоим героем, твоим этим рыцарем твоим спасителем, твоим главным мужчиной. И он думал, что будет решать твои проблемы, советы давать, вот как за ручку возьмет и поведет, да, от всех бед защищая. А ты слишком самостоятельная оказалась. У тебя работа, деньги, свои способы проблемы решения. И когда он помощь предлагает, то ты что делаешь? Отказываешься. И он не понимает, как с тобой себя вести. Раньше девушки на него вешались, просили о помощи, там восхищались его умениями. Он там розетку кому-нибудь починит, а она там вся таяла. А ты смотришь на него как на равного. Ничего не просишь, ничего не ждешь, и вообще не будет он тебя там, ну, как сказать, не ожидаешь от него вот этой опеки. И это выбивает его из колеи. А еще его тревожит, что у тебя слишком жизнь стабильная. Драм нет, кризисов нет, проблем нет, которые он мог бы решить, прискакать на вот этом гнедом белом жеребце. А ты ж не плачешь ему в жилетку, не жалуешься на жизнь, не ищешь в нем утешения. Ты просто вот живешь, радуешься, и ты пират. И ему непонятно, зачем ты ему, как сказать, зачем он тебе нужен. А он нужным хочет быть. Он хочет быть для тебя важным, он хочет быть для тебя незаменимым. А получается, что ты без него, как говорится, прекрасно и сама розетку починишь. Ну, про розетку это я образно. Потому что посмотри на свою розетку, я знаю, что она у тебя сломана. И вот это все подрывает его мужскую самооценку. Он начинает думать, что он тебе просто неинтересен, что ты с ним общаешься из вежливости. И вот эта мысль, она его добивает. Какие его мысли о тебе не дают ему покоя? То, что вы соревнуетесь постоянно. Но не специально. У вас, знаешь, у вас получается так, что ты как бы вот всегда чуть-чуть лучше него во всем. Он про свою работу рассказывает, а у тебя зарплата больше. Он новый телефон покупает, а ты уже полгода с таким ходишь. Он там отпуск в Турцию планирует, а ты в Японию собралась. И самое плохое, что ты даже не хвастаешься. Ты просто живешь своей жизнью и живешь, рассказываешь ему там про дела, Да что ж такое, я заговорился. То есть про план свои, там, про покупки, про всякую ерунду рассказываешь, а он все время чувствует себя отстающим. Ну, не в плане мозгов, да, а вот в плане жизни. Ему кажется, что он должен постоянно доказывать, что он не хуже тебя, что может позволить себе то же самое, что и ты. Понимаешь? А еще его бесит, что ты постоянно работаешь. У тебя всегда я курсы хочу, я там проекты, я там встречи и так далее. Ты занятая. Ты не можешь просто вот расслабиться и ничего не делать. Там даже на выходных ты там, тебе дед задание дал, ты читаешь. Или там на смс-ки отвечаешь, думаешь про новые идеи. А он не понимает, зачем тебе это все нужно. Ему хочется, знаешь, чтобы ты была более женственной, что ли. Я вот не знаю, как это сказать.
Чтобы больше времени уделяла там вот этим вот, как сказать, бытовым вопросам. Реснички, хренички, пылепротиражки, отношения. То есть не карьере и деньгам время уделяла, а чтобы, как все девочки, в общем, было. Чтобы иногда была там беспомощной, чтобы ему было от чего тебя защищать. А ты деловая колбаса, занятая колбаса, вся успешная, раз такая. Это у него мысли такие, я наоборот тобой горжусь, ты умничка, потому что ты пират. И вот он думает, что если вы вместе будете, то тебе не хватит времени на него. Что работа, курсы, хобби, другие вот эти, все для тебя важнее, чем отношения. Что ты постоянно думает, в разъездах будешь, на переговорах, на тренингах, на курсах, а он сидеть будет как его называют, в фартуке, дома сидеть и в окошко смотреть и тебя ждать, когда ж ты освободишься. И вот эта картинка, она его совсем не вдохновляет. Он женщину хочет, которая будет ставить семью на первое место, а не карьеру, понимаешь? Как тебе на это реагировать? Ну, понятно, да? Традиционно в отношениях быть. То есть не в плохом смысле, знаешь, в том, чтобы показать, что ты ценишь семью, что ты там из СССР, да, что ты любишь уют, стабильность, а не карьериста. Нет, ни в коем случае карьеру не бросай. Нет, я тебе просто говорю, что находи 15 минут быть беспомощной. Вот так тебе будет проще понять. Начни там готовить чаще, приглашай его там к себе на ужин. Создавай вот атмосферу уюта, что ли. Вот я не знаю, как сказать. Вот знаешь, я чувствую, но сказать не могу. Я тебе объясню. Представь, вот закрой глаза, вспомни, как ты к бабушке заходила, когда к бабушке в деревню приезжала, ты заходила, и вот так вот уютно и пирожками пахнет. Понимаешь? То есть вот этот вот уют. И вот я не знаю, как объяснить вот это чувство. Ну вот создавай такую же атмосферу. Ну, не как у бабушки, да, а вот что у тебя уютно, тепло по-своему. То есть покажи там, что ты хозяйка, что ты не только карьеристка. Еще покажи, что ты уважаешь его мнение, его опыт. Даже если тебе его советы не нужны, спрашивай какие-нибудь советы там по жизни, по работе, по планам. Даже если ответ знаешь, дай ему возможность почувствовать себя мудрым наставником, понимаешь? Мы ж, мужики, любим, когда к нам за советом обращаются. Банку можешь открыть, не делай вид, что ты ее открыть можешь. Там попроси его приехать, пусть приедет, банку откроет. Это повышает самооценку. Я тебя, походу, научу мужиками манипулировать, а потом сам буду недоволен. Мне все мужики будут нахер посылать под видео. Вот, понимаешь, можешь банку открыть, не делай вид, что ты знаешь, что банку можешь открывать. Пусть знаешь, он растает, он как деловая колбаса тебе эту банку откроет, поиграет своими мускулами, у кого нет мускулов, животиком. И вот понимаешь, и все, он герой. Хотя ты ничего не попросила, ты просто дала ему открыть банку, которую сама можешь открыть. Блин, я реально вас начинаю учить уже, как мужиками манипулировать. Это называется как раз приворот без шизофрении. Вот, и не экономь на отношениях. Идете в рестораны, не выбирай самое дешевое блюдо. Пусть заплатит. Я знаю, что ты можешь оплатить себе любое блюдо. Пусть заплатит. Понимаешь? Пусть. И помощи его просить вообще не бойся, как с банкой. Даже если сама справиться можешь, обращайся к нему. Попроси помочь там с покупками до дома донести картошку. С ремонтом там розетку у тебя шевелится.
То есть с решением какой-либо проблемы. Дай возможность быть твоим рыцарем. Вот, вспомнил. Понимаешь? Мужикам же нужно чувствовать себя нужными. А когда мы чувствуем, что мы нужны, мы ради вас горы сворачиваем, понимаешь? Это и есть приворот мужика без этого, как его, без регистрации СМС. И самое главное, покажи, что у тебя тоже есть эмоции, что ты не боишься быть уязвим. Расскажи ему про свои страхи. Вот я собаку боюсь. Про сомнения там. Я переживаю, что начальник меня там что-нибудь и это самое. Не держи все в себе. Пусть видит, что ты живой человек, а не робот, у которого всегда все хорошо, и я забираюсь, как говорится, на карьерную лестницу. Все умею, все контролю. Да я знаю, что ты пират. Но сыграй эту роль беззащитной девочки. Мужики влюбляются не в идеальных женщин, а в тех, кого хочется защищать и оберегать. Вот и стань для него такой женщиной. Сильной, но которой нужна забота.